Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Сегодняшний наш разбор называется так. Срочно. Что вам нужно знать прямо сейчас? Сегодняшний разбор будет на 3 позиции. Пожалуйста, загадывайте себя, потому что мы будем сегодня просматривать именно вас. И, конечно же, получать сигнал от высших сил из тонкого плана, что же вам нужно знать прямо сейчас. Значит, начнем, как обычно, с сигнификации, чтобы вы себя узнали. Да? То есть я расскажу, может быть, что-то о вашей личности, может быть, что-то о вашей жизни, может быть, в каких энергиях вы находитесь сейчас. Да, вот все то, что нам захотят показать ваши ангелы-хранители через карты. Значит, если вы себя узнали, и только в этом случае смотрите дальше. Не надо смотреть все подряд, все позиции, да, авось что-то здесь попадет на меня. Да? Значит, если узнали себя в сигнификации, тогда смотрите. Это значит, что информация предназначена именно для вас. И, конечно же, мы смотрим, что же вам нужно знать прямо сейчас. И возьмем небольшой совет от высших сил, что вам с этой информацией делать, да, которую вот вы сейчас услышите и узнаете. И, собственно, для чего она вам. Итак, 2 и 3 идут у нас в ожидание. Начинаем с единичек. Так, лисонька моя тут находила шерсти вам. Итак, что нам хотят о вас рассказать? У вас сейчас есть какие-то серьезные проблемы с деньгами. Серьезные проблемы с деньгами. Значит, вы живете в каком-то режиме экономии, у кого-то есть кредиты, долги, которые нужно выплачивать, и проблема здесь состоит не в самих кредитах, а в том, что нет возможности, наверное, их выплачивать в том объеме, в котором вы хотели бы. Да? Вот, значит, здесь идут проблемы с работой, или вы потеряли работу, или вы на своей работе стали меньше получать, возможно, или, может быть, вы выполнили какой-то проект определенный и ожидали от этого проекта получить большую выгоду, да, а получили гораздо меньше. Здесь идут вложения в работу, да, ваши энергетические, физические вложения и очень маленькая выгода, да, то есть заработали вы не очень много. Для кого-то проиграется, что в вашей жизни то ли есть некий мужчина, то ли он только что был в вашей жизни и ушел уже из нее, который мог вас обмануть на деньги, который мог у вас выманить при помощи каких-то сообщений, какого-то взаимодействия с вами, да, выманить у вас деньги. Это может быть как чистый мошенник, да, орудующий в сети, так и какой-то ваш знакомый, который мог попросить у вас деньги в долг, и, возможно, после этого, да, как снежный ком, начали проблемы с деньгами накапливаться. Вот, то есть сегодняшние ваши энергии – это финансы и все, что с ними связано. Вы о них переживаете, вы чувствуете их недостачу, вы чувствуете, что вы вкладываетесь в работу больше, чем зарабатываете значительно. Вот, и вы чувствуете какую-то кармичность происходящего. То есть у вас такое ощущение, что вы никак не можете повлиять на происходящие вещи. Вот они происходят без вашего участия, что ли, понимаете? Или, допустим, что бы вы ни делали, ситуация не меняется. Как бы вы ни старались, ситуация, вот она как стояла на месте, так и стоит. Вот, значит, хотелось бы вам какого-то обновления с неким мужчиной. Может быть, разговор идет о том же самом мужчине, который денежку у вас попросил или выманил, да, может быть, это какой-то еще
один мужчина. То есть у вас здесь все в скопе, вот эти энергии, да, в основе всего лежат деньги и проблемы с ними, а как-то так косвенно вы еще подумываете о том, что неплохо было бы возобновить отношения с неким жезловым королем, с которым, ну, скажем, в отношениях возникла некая трещина, все было гармонично, все было хорошо, но, тем не менее, что-то такое произошло, да, судя по всему, вы разошлись. Хорошо, хорошо, мои дорогие. Давайте же посмотрим. Давайте же посмотрим, что вам нужно сейчас услышать, почему это так срочно для вас. Угу. Угу. Так, вы стоите на пороге некого нового пути. В вашей жизни начался новый виток, да, начался. Вот. И для того, чтобы понять, куда вы идете и что сейчас будет происходить в вашей жизни, вы должны обратиться к своему прошлому. Потому что ваша жизнь состоит из подобных витков спирали. Да? Значит, всегда все начинается с определенной стагнации. И, возможно, вот эта ваша ситуация, что есть проблемы с деньгами, на работе все как-то замерло, или вы не получаете ни повышения, ни продвижения, да? То есть карьера стоит на месте. Может быть, все вместе стоит на месте, да, то есть и отношения, и работа, ну, в плане карьеры, и какие-то финансы перестали приходить, как будто вы находитесь в вакууме, да, то есть стагнация, состояние стагнации. После этого, это, знаете, у вас в жизни как некий такой трамплин, да, то есть у вас в принципе в жизни, ну вот как мне показывают, да, все начинается со стагнации. Сначала некий период ничего не происхождения, да, пустоты, вакуума, и потом начинают в этом вакууме, как будто бы, знаете, загораются маленькие звездочки, происходить определенные события. И события развиваются во что-то. Вот как нам показывают карты, да, вы периодически в своей жизни проходите этот цикл. И вот он начинается заново. Да? У вас сейчас все остановилось, и вы находитесь в состоянии стагнации. Но вам нужно идти в какой-то свой страх. Этот страх связан с понятием император. Значит, смотрите, для кого-то, так как вас очень много, да, вы должны понимать, вас очень много. А для кого-то вам нужно, вы, допустим, боитесь встретиться с каким-то императором лицом к лицу, с каким-то мужчиной, да, который или вам нравится, или этот мужчина, он, допустим, является вашим начальником, или каким-то начальником другой компании. Да? То есть это может быть как любовная сфера, так и рабочая сфера. Значит, возможно, вы боитесь встретиться и поговорить с каким-то императором. И вам нужно идти в свой страх для того, чтобы начался новый виток в вашей жизни, чтобы вы вышли из стагнации. Значит, для кого-то вам нужно выйти в энергии императора, то есть взять свою жизнь под контроль. Может быть, вы жена мужа, да? Может быть, вы вообще работаете постольку-поскольку, или у вас работа в виде хобби, или вы и вовсе не работаете, а занимаетесь домашними делами. Да? Именно поэтому такое плачевное состояние с деньгами, то есть у вас нет своих личных денег. Может быть, вы из-за этого переживаете. Вот, значит, в этом случае
в этом случае рекомендация, да, взять свою жизнь под контроль, то есть начать работать, начать зарабатывать и выйти в состояние императора, ответственности за саму себя, власти над своей жизнью. Вот, значит, для того, чтобы начался новый виток жизни, вам нужно идти в некий страх, да, связанный с понятием император. Вам нужно, к сожалению, пожертвовать каким-то удобством в вашей жизни, да, каким-то удобством, и в данный момент перестать думать о деньгах и о том, что их катастрофически не хватает, о том, что их нужно где-то зарабатывать, как-то получать, а задуматься о каком-то деле. Вот знаете, тут с позиции, как это все объяснить? Вот смотрите, чаще всего люди устраиваются на работу или начинают какой-то бизнес для зарабатывания денег. А вам здесь предлагают начать некое дело или некий бизнес, да, или устроиться на какую-то работу не ради заработков, да, и деньги не должны стоять во главе ваших предпочтений, а ради самого дела, ради интереса. Может быть, открыть бизнес, который вам интересен, который вас захватывает, который вас увлекает. И в дальнейшем это дело еще к тому же и начнет приносить доход. То есть, что вам нужно знать? Да? Вам нужно идти в некие ваши страхи, связанные с понятием император. Для каждой это что-то свое. Да? Как вы знаете, уточняем мы всегда на личных разборах, да, телефоны всегда указаны под видео, пожалуйста, записывайтесь. А здесь информация общая. И я рассказала вам разные конфигурации. Примеряйте их, пожалуйста, на себя. Вот, значит, идем в страх с понятием император, да, связанное с понятием император. Временно забываем о поиске денег, о зарабатывании обязательно денег и задумываемся над тем делом, которое вам по-настоящему интересно и увлекает вас. И высшие силы, которые с нами сейчас разговаривают, да, по поводу вас, говорят нам о том, что вы в результате получите новый путь, получите очень интересное дело, и это дело еще будет вас обеспечивать. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Надеюсь, вы понимаете. Ну, если разговор об императоре как о мужчине, да, идти в страх, встретиться с этим императором. Если это все-таки любовная история, может быть, речь идет о том, что вскоре мужчина предложит вам выйти за него замуж и будет вас обеспечивать, да, потому что здесь любимое дело, новый путь и финансовая обеспеченность. Ну вот как-то вот это все идет в вашу жизнь. Окей, давайте совет спросим. Давайте спросим совет. Отлично. Девочки, ну, я не знаю вообще, как это объяснить. Совет такой: дьявол поможет вам выйти из состояния разочарованности и стагнации. Еще и дьявол сюда же приперся. Значит, возможно, вы должны позволить себе войти в какое-то искушение. Это не всегда про отношения, это может быть и про работу, и про деньги. Возможно, вам нужно довериться, да, каким-то событиям, которые плохим событиям, потому что дьявол — это все-таки некая темная сторона нашей жизни, да, то есть событиям, которые происходят, перестать переживать по их поводу, а просто вот позволить пространству закончить ситуацию, в которой вы оказались. Да, вот так, как пространство считает нужным ее закончить. Вот, значит, ну, говорю лишь то, что вижу. Дьявол поможет выйти из стагнации, дьявол поможет вам выйти из состояния
какой-то мертвой точки в собственной жизни. И ваша задача – это не противодействовать ему, а позволить ему сработать. Вот такой совет. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки, отлично, перевернутый маг. Угу. О чем же это? Угу. Угу. Отлично, замечательно. Вы очень сильный человек. По этой позиции меня могут смотреть мужчины, потому что очень много мужских энергий. Вообще, на самом деле, мужчин смотрит очень много. Я всегда им советую: переворачивайте все под себя, потому что я обращаюсь всегда к девчонкам. 90% подписчиц – это всегда женщины. Вот. Но, тем не менее, мужчины могут вполне смотреть любой абсолютно расклад, просто немножечко под себя это все переиначивать. Значит, в вас, да, все-таки я буду обращаться как к женщине. Значит, у вас очень много мужских энергий. Вы человек, у которого всегда все горит в руках. Всегда все получалось. Перевернутый маг говорит о том, что получалось, а сейчас как будто бы у вас почва выбита из-под ног. Вот так. То есть вы привыкли держать свою жизнь в собственном кулачке. Вы ею управляете, все у вас всегда по полочкам, все у вас всегда правильно. Вы человек слова. Вы человек, который, если за что-то взялся, всегда это выполните. Даже если это вам самой невыгодно. Вы можете помочь, даже если понадобится, допустим, встать посреди ночи, сесть на свою собственную машину, купить бензин за свой счет, да, и понестись куда-то в другой город, чтобы кого-то спасти, кого-то выручить, кому-то помочь. То есть вы вот такой человек. Если вы кого-то любите, если для вас кто-то важен, вы для этого человека не жалеете себя и не жалеете вообще ничего. Можете последнюю рубашку снять, чтобы отдать этому человеку. Но надо признать, что до вашей последней рубашки нужно еще добраться, потому что здесь я не вижу, чтобы вы были бедны, да, вы человек состоятельный, у вас в принципе хорошие заработки, есть очень много вещей, создающих вашу стабильность, да, это жилье, это, возможно, машина, это хорошая работа. Тут вы можете быть человеком, у которого свой собственный бизнес, и вы им руководите. Жезловая королева в ипостаси жезлового короля и мага. То есть женщина сексуальная, красивая, женственная, которой пришлось стать слишком сильной, пришлось научиться управлять энергиями своей жизни, видимо, потому что рядом нет настолько сильного и умного мужчины, да, который мог бы это все для вас сделать. Вот, значит, прекрасная жезловая королева, у которой все есть, и в целом то, что от вас постоянно убегает, это любовь. Это любовь. Хочется вам взаимности, хочется вам с мужчиной каких-то, знаете, партнерских отношений. Вы на самом деле не привыкли, первое, ни от кого зависеть, никому себя навязывать. Вы за все отвечаете сами. Но хотите вы мужчину не того, который будет вас доить, не какого-то маменькиного сыночка, а полноценного партнера, с которым можно хоть в бизнес, хоть на отдых, хоть в семейную жизнь, да, идти вот на каких-то паритетных началах, когда вы понимаете друг друга и когда вы мыслите в одном направлении. Вот это ваше единственное, по сути, требование к человеку, чтобы ни он вас не унижал, ни вам не приходилось его доращивать до себя, да, вот как куда-то тащить там за нос, вот, чтобы он был вам равен и вел себя
по-партнерски, с уважением, с любовью. Сколько вы вложили, столько он вложил. Вот это ваша жизненная позиция. Но мужчины приходят не те, мужчины приходят слабые, кубковые. И вы знаете, когда идет сочетание жезловый король и кубковая королева, это прекрасное сочетание. А вот жезловая королева и кубковый король – это сочетание очень слабое для построения таких, знаете, партнерских отношений по-настоящему. Потому что кубковый король слабее, значительно слабее жезловой королевы. А к вам идут даже, наверное, не короли, а пажи, да, я бы так сказала. То ли мужчины значительно младше вас, то ли мужчины нереализованные абсолютно, которых интересует ваш импульс, понимаете, то, что вы можете дать в этой жизни. Импульс в сексе, импульс в отношениях, импульс в деньгах. Вы человек, который может пробить любую стену. И вот это интересует вас, ваших кубковых королей. Понимаете? Вас только не интересует, потому что вы от них устали. Вы хотите, чтобы отношения были равноценными и равноправными. И поэтому у вас такое ощущение, что вот любовь у вас не удается. Все в этой жизни удается, а любовь не удается. Вы очень часто обманываетесь в мужчинах, вы их пытаетесь представить более сильными, чем они есть. И когда вы наконец-то видите, да, слабость мужскую, вы очень сильно разочаровываетесь и расстаетесь с этим мужчиной. Вот, значит, в целом в вашей жизни все хорошо, я не вижу каких-то сильно больших проблем, но, может быть, наступил какой-то период, да, когда вот что-то перестало получаться, все-таки перевернутый маг, когда приходит вообще этот аркан, да, он говорит о вашей силе, о вашей способности управлять реальностью. Никуда она не делась, не переживайте. То есть вы все еще держите бразды правления своей жизнью в своих собственных руках. Но когда он переворачивается, это говорит, что есть некая ситуация, в которой у вас что-то не получается или начало не получаться. Да? И соответственно, нужно переждать, продумать какие-то ходы-выходы. Да, маг никуда не делся, просто перевернулся. Хорошо. Что вам нужно знать прямо сейчас, мои дорогие маги? Что вам нужно знать? В некой конкретной ситуации, связанной с арканом дьявол, да, с каналом дьявол, вам нужно принять, что вы бессильны что-либо сделать. А здесь тоже будут совершенно разные объяснения. Да? Значит, для кого-то вы находитесь в связи по каналу дьявол с неким мужчиной. Это значит, что кто-то из вас не свободен, и вообще эта связь является запретной. Да? Связь искушения. И вам очень хочется получить из этих отношений вот что-то для себя. Да, свой кусочек счастья. Или чтобы мужчина вернулся, или чтобы мужчина написал, или чтобы мужчина, может быть, развелся со своей семьей, да, женой, вернее, семьей вряд ли можно развестись, значит, и пришел к вам. Или чтобы какой-то мужчина, которого долго не было в вашей жизни, да, наконец-то снова был с вами в отношениях. То есть вот вам хочется чего-то запретного. Значит, ваша задача принять, что вы бессильны получить это. Бессильны получить это. Значит, у кого-то ситуация не связана с любовью. Это могут быть суды,
например, да, то есть вы с кем-то судитесь, и вы уже приложили по дьяволу массу усилий. Что такое усилия по дьяволу? Да, они не совсем честные. Может быть, вы кого-то подкупили, может быть, вы с кем-то договорились, может быть, вы принесли некие доказательства, да, которые сомнительные, сомнительного качества, да, не совсем правдивые. И вы рассчитываете на то, что вы получите результат от этих судов или каких-то договоренностей с людьми, да, это не обязательно прям суд, вам придется признать, что вы бессильны это получить. Короче говоря, некие связи по аркану дьявол не сработают, и вы должны будете признать, что вы бессильны получить что-либо. Значит, это касается какой-то конкретной ситуации. То есть нам описывают сейчас какую-то конкретную ситуацию в вашей жизни. Значит, после того, как вы перестанете здесь бороться, потому что вот эта ситуация, связанная, да, с каналом дьявол, она сейчас в данный момент разрушает вашу жизнь. И, возможно, маг у нас перевернулся, да, то есть вы потеряли контроль над своей жизнью, не можете ею управлять. Именно из-за этой конкретной ситуации, где вы сами нечестны. Вы вступили в сговор, да, со своим искушением, со своей совестью. Ну, пошли против нее, вернее, да, тут не сговор скорее с дьяволом, да, пошли против совести. Так вот, пока вы не остановитесь, не перестанете бороться вот в этой ситуации, да, бороться по аркану дьявол, ситуация будет усугубляться, ваша жизнь будет разрушаться. Но вот как только вы поймете, что вы сделали все, что могли, и, к сожалению, это не работает, и остановитесь, вот просто остановитесь и уйдете в сторону, перестанете делать то, что вы делали. Если, допустим, ну, я предметно объясню, да, если дело касается суда, почему-то вот у меня здесь идут эти энергии, да, какие-то судебные, из потока выходит информация прямо про кого-то конкретно. Значит, допустим, в суде вы не совсем честны, да, и суд говорит, выносит решение не в вашу пользу, а в пользу вашего оппонента. Да? Что значит остановиться? Перестаньте, не надо подавать бесконечные апелляции. Остановитесь, согласитесь с тем, что сказано, с тем, что уже назначено для вас. Вот как только вы остановитесь и перестанете это делать, да, в вашей жизни начнется приумножение какого-то ресурса. Сейчас поймем, какого ресурса. Зарождение нового пути и приумножение. Но здесь, знаете, здесь не про деньги. Здесь про приумножение каких-то ваших способностей и знаний. Я бы сказала так, что здесь вам говорят о том, что нужно поставить точку в неком деле, да, в котором вы не очень честны, и пойти в какое-то обучение, потому что здесь все про обучение. Вот, значит, и возможно, после этого обучения идет приумножение каких-то ваших знаний, способностей, и откроется какой-то новый путь. Возможно, новое дело, с которым вы пойдете, ну, в новую для себя реальность, в новую жизнь. Расправите крылья и будете чувствовать себя счастливым человеком. Вот. У вас здесь идет окончание прежнего цикла, возможно, имеется даже в виду, вы занимались каким-то делом, у вас был какой-то бизнес, который сейчас закрывается, да, может быть, это по его поводу здесь идут или суды, или какие-то с органами передряги, да, определенные. В общем, здесь идет завершение одного цикла и начало нового цикла, да, но вы еще в состоянии завершения находитесь. Вот если вы все рекомендации выполните правильно, да, и пройдете еще какое-то обучение, целых 3 карты на обучение выпало, да, может быть, вы знаете, о чем речь, может быть, вы переквалифицируетесь или хотите получить новую профессию. Вот после этого у вас идет прям очень хорошее открытие нового пути, новых энергий и вот такое, знаете, состояние новой себя.
Хорошо, совет для вас, двоечки. Совет для вас. Совет для вас. Угу. Вы можете потерять все, если будете делать что-то очень быстро, не подумав. Учитывая, что вы вся выпали жезловая, да, и жезловая королева, и жезловый король, и вообще у вас огромное количество жезловых энергий, вы можете быть человеком, который очень быстро начинает что-либо делать, а думает уже задним умом. Да? То есть как бы сначала сделала, потом подумала, нафига. Вот, значит, ну, это не обязательно во всем. Да? Просто в данный момент речь идет о конкретной ситуации. Если вы что-то сделаете торопясь, не подумав, прилагая к этому понятие скорость, да, то есть а давай вложимся в какой-то бизнес, да, там скажет вам кто-то, и вы такая, да, конечно, давай, все, посреди ночи взяли, сняли деньги, куда-то перевели, там вложились и так далее, то вы можете потерять. Причем потерять здесь говорится все, свою зону комфорта. Вам нужно сейчас быть очень внимательной и не делать никаких поспешных решений. У меня шерсть висана просто вот везде, простите, пожалуйста, что я чешусь в носу, и сейчас я буду или очень громко чихать, вот, или вообще не смогу говорить от этой щекотки. Значит, вы поняли совет. Да? Лучше в ближайшее время лучше вообще не принимать никаких резких решений и не делать ничего, что требует от вас какой-то быстрой реакции. Если кто-то вас будет торопить или вам самой будет казаться, надо быстрее, быстрее, быстрее все сделать, не надо быстрее. Надо успокоиться, вдохнуть, выдохнуть, переждать, переспать с этой мыслью, да, как бы, и вот на следующий день, а то и через пару дней уже принимать разумное решение. Здесь как бы как не совет, а такое предупреждение. Да? Пытаюсь эту шерстинку я выдохнуть, ну и не особо у меня что-то получается, честно говоря. Хорошо. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Троечки. И троечки у нас про любовь. Слушайте, прям завыла, да? Такое подвывание смешное было. Значит, троечки у нас про любовь. Вы находитесь в каких-то таких, знаете, отношениях тайных, которые разбивают ваше сердце, которые делают вас несчастливым человеком. Ну, то, что мне показывает о вас, скорее всего, вы дама замужняя у нас, и тайные отношения у вас именно потому, что вы замужняя дама. То есть вы можете находиться в треугольнике и четырехугольнике. У вас есть какие-то такие отношения на расстоянии, когда вы отдельно, ваш любимый мужчина отдельно, но тем не менее вы находитесь в своей семье, со своим мужем, выполняете обязательства, которые вам уже изрядно поднадоели. Чувствуете вы себя несчастливой. И в вашем браке, в принципе, все достаточно стабильно, как-то все, знаете, не сказать, что вы прям жируете, но и не бедствуете. Все очень предсказуемо. Возможно, есть дети, родственники, которые все знают вашего мужа. И вот этот брак, он такой вот прям фундаментальный. Фундаментальный, разрушить его сложно, да, наверное, вы и не хотите. Я думаю, что вы хотите иметь этот брак и в то же время некого человека, который бы эмоционально вас наполнял, да, делал вас более счастливой. И такой человек у вас есть, но терзает ваше сердце невозможность выбора.
То ли то, что вы не можете выбрать этого мужчину и жить с ним полноценно, то ли то, что он не может вас выбрать и жить с вами полноценно, да, потому что, может быть, он тоже женат, и у вас действительно такая тайная-притайная связь. Вот. Вот эти вот ситуации, они вас очень сильно беспокоят, вы постоянно находитесь в состоянии разбитого сердца. Вы ругаетесь с этим мужчиной, и сейчас, скорее всего, вы тоже в ссоре находитесь. Сейчас вы даже думаете, что между вами поставлены точки, что все, этим отношениям пришла смертушка, да, и возврата никакого не будет. Вот, значит, вы чувствуете свою вину, вы чувствуете, что поступаете неправильно. У вас, знаете, с одной стороны, как говорится, дьявол тянет вас и говорит: но кинься в эти энергии, да, ты же не живая без них, тебе нужна страсть, тебе нужна вот какая-то такая волна бесконечная, да, эмоций. А с другой стороны сидит ангел, который говорит вам разумные вещи, что ты можешь все потерять, там, твой муж может все узнать, и ты окажешься в плачевном состоянии, опозоренная, да, и так далее. Вот, ты сделаешь больно людям, которых ты уважаешь, любишь. Вот, то есть у вас здесь идут такие метания, душевные метания, вы чувствуете себя то полным ничтожеством, то знаете, женщина из разряда: а почему бы и нет, а что я не могу себе позволить, а жизнь одна, я должна себя почувствовать вновь молодой и так далее. Вот такие вот нам показаны здесь страдания ваши, да, по такому вот поводу. Перманентно вы думаете, не уйти ли вам от мужа, потом решаете остаться. Вот какие-то такие вещи происходят. Хорошо. Что вам нужно знать прямо сейчас? Лиса, вы видите, моя новая лежанка. В общем, не особо она хотела сюда ложиться, и почему-то она так западать начала у меня куда-то вниз головой. Нет, чтобы лечь головой повыше. Так вот ее поближе чуть-чуть подвину, если выпадет, чтобы на стол. Хорошо. Что вам нужно знать прямо сейчас? Интересно, что у вас прям карта вот так выпала. Угу. Не знаю, чего у нас тут все учиться собрались, но смысл такой. Первое. Да, вам говорят о том, что вы не все можете решить в этой жизни. Есть вещи, которые нерешаемы. Да, не при помощи каких-то общечеловеческих вещей, не при помощи магии, не при помощи обращения к Господу Богу. То есть есть вещи, которые, может быть, к сожалению, а может быть и к счастью, невозможно решить. Вот. Ну, придется это принять. Да? Дальше. Значит, вам то ли предстоит какое-то обучение, то ли вы думаете о каком-то обучении и думаете, двигаться ли вам или не двигаться в эту сторону. Значит, ваша задача двигаться в эту сторону, потому что вы много раз собирались учиться там, где вы думаете, да, то есть вот я сейчас говорю слово обучение, и у вас наверняка в голове возникает, что за обучение это такое, да, потому что не у меня должно возникать, а конкретно у вас. Вот, вы много раз думали и убегали из этого, то есть вы хотели, но не шли. Если это какие-то курсы, если это какой-то университет, да, вы много раз, может быть, собирали документы или звонили туда в приемную комиссию, да, и вас пугала или сумма за обучение, или, вообще процесс обучения, да, то есть нет, сложно, я не справлюсь, или экзамен, или еще что-то. Вот, ваша задача в это все смело идти. Вот, то обучение, о котором вы думали давно и откладывали его, оно вам просто необходимо сейчас, потому что оно превратит вашу жизнь и вас в состояние колесничего. Да? То есть здесь идут такие энергии,
энергии, движущей силы, которую невозможно остановить. Кто такой колесничий? Это тот, кто ставит правильные цели и умеет до них добраться. Да? То есть идет к ним и доходит до них, получает результаты. Так вот, если вы пойдете путем этого обучения, наконец-то сделаете то, что вы хотели, несмотря ни на что, то вы выйдете вот в этот архетип колесничего, да, человека, который владеет своей судьбой, который достигает каких-то целей, достигает каких-то результатов. И научитесь наконец-то быть в моменте. То есть я счастлива здесь и сейчас. Для моего счастья мне не нужен какой-то мужчина, который может прийти, может не прийти, какие-то там, я не знаю, события, которые могут случиться или нет, какие-то деньги, которые могут прийти или нет, да. А я счастлива здесь и сейчас, потому что я сама колесничий своей жизни. Да, колесница здесь воспринимается как жизнь, а вы как человек, который управляет всеми аспектами этой жизни. Вот, значит, вам показано некое обучение, и вы станете колесничим своей жизни. Далее у вас есть проблема ментальной зависимости с вот этим мужчиной, о котором мы разговаривали. Здесь нужно решать эту проблему, да, постараться ее решить. Как ее решить, вы не знаете, вы постоянно о нем думаете, занимаетесь ментальной жвачкой у себя в голове, понимаете, что это не ведет ни к чему хорошему, да, то есть как бы это вас не наполняет, а лишь обесточивает. Вот здесь вам говорят о том, что вам нужно решить проблему с ментальной зависимостью, потому что она вас истощает. Как нам решить соединиться, слиться со своей мечтой? Ну, вот это такое. Слиться со своей мечтой. Возможно, это касается некого обучения. Может, вы хотите учиться на кого-то, на кого давно не решались, и это есть ваша мечта. Вот как только вы начнете это делать, как только вы пойдете в это, значит, у вас с ментальной зависимостью проблемы, судя по всему, решатся. Окей. Совет для вас. Совет для вас прыгает и скачет. Прекрасный совет. Двигайтесь к вашей мечте. Слушайте, слиться с мечтой значит избавиться от того, что вас сейчас ограничивает, от ваших ментальных зависимостей и так далее. Совет. Двигайтесь к вашей мечте. Двойка жезлов, колесница, семерка кубков. Просто двигайтесь, мои дорогие. То есть у вас вообще нет никаких препятствий, у вас все получится. Я так поняла, что сейчас идет такой период, да, кармический период, когда нужно вспомнить свою самую главную мечту, то, о чем вы мечтаете, но эта мечта должна касаться реализации, не любви, а вашей реализации, вашей профессиональной реализации, творческой реализации, человеческой реализации. И вам нужно двигаться обязательно к вашей мечте. У вас все получится. Сейчас вот прям кармический период, когда надо вспомнить о себе, о том, что вы всегда хотели, да, кем вы всегда хотели быть, и прям сделать это. И у вас будут потрясающие результаты. Ну что, мои дорогие, вот такой сегодня получился глубокий, психологический, потоковый разбор для вас. Я очень надеюсь, что он срезонировал с вами. Обязательно пишите комментарии, обязательно ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал. Я благодарю вас за ваше внимание и, как обычно, хочу пожелать вам только одного – встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!